Каждый год в латвийском городе Кулдига проходит фестиваль мопедов, и сегодня я предлагаю вместе с нами побывать на этом уникальном мероприятии. Привет, друзья! Я Денис Иванов, и вы на канале Дэн Тюнинг. Совершенно случайно я наткнулся где-то в интернете на это мероприятие и заинтересовался. На фестивале мопедов я еще ни разу не был, тем более это хоть и за граница, но недалеко от нас. Всего 333 километра в один конец. Супруга давно просила куда-нибудь прокатиться, поэтому я решил сделать ей приятный сюрприз, втайне от нее узнал все, что необходимо, и потом просто поставил перед фактом, что мы едем в Латвию. Причем не на машине, а на нашем китайском мотоцикле известной немецкой марки Sachs Medas, и будем непосредственными участниками мопедного фестиваля. Дорогу снимать не стал. Единственное исключение — это частный музей советской техники, который попался нам по дороге в местечке с интересным названием Ницца. Остановились передохнуть на заправке и случайно увидели рекламу мотомузея «Посещение по звонку». Продавщица на бензоколонке любезно вызвонила хозяина, и мы приехали на место. Оказалось, что это бывшая ферма. Скотину стало держать невыгодно, и сын хозяев, Янис, организовал на ее площадях музей, куда много лет собирал экспонаты советской эпохи. Это и старые трактора, инструмент, пособия из образовательных учреждений. Сам он много лет работал пожарным, поэтому отдельный зал посвятил своей работе. Тут можно увидеть все, что связано с пожарной техникой. Все виды пожарных касок, различная амуниция пожарных, спецсредства. Есть много бытовой техники, телевизоры, приемники, магнитофоны и много еще чего. Устану перечислять. Самый большой и интересный зал — это где собраны мотоциклы и все, что с ними связано. Мне кажется, тут есть почти все советские мопеды, мотоциклы, мотороллеры, минские ижи, восходы разных годов и моделей. Есть даже моргуновка. Кто не знает, что это, загуглите. Панония, Явы, Чизет, Вятка, Муравей, старые лодочные моторы. Все это без реставрации, в том виде, в котором все это приобреталось и составлялось. Хозяин Янис Рогу провел для нас экскурсию по своему музею и рассказал много интересного. Огромная ему благодарность. Собрать в одном месте такое количество техники — достойное уважения. Не каждому это под силу. Будете проезжать мимо, обязательно заскочите. Кстати, если вы коллекционируете модели техники, то вы просто обязаны собрать модели наших мотоциклов. Именно такую серию запустила компания Modimio. Нам в музей друзья подарили почти всю серию советских автомобилей, и теперь появились мотоциклы. Конечно же, я не мог пройти мимо, и нам прислали 3 выпуска: мотоцикл Урал, Москва М1А и Ява. В комплекте с каждой моделью идет журнал с историей марки, открытка и постер. Я, конечно, внимательно изучил. Отличная деталировка, все элементы соответствуют, и даже покрышки резиновые, на которых написан размер и марка шины. Заказать журнал с моделями можно на официальном сайте, а также сейчас доступна доставка на Озоне и Wildberries. Проходите по ссылке, которую я закрепил в комментариях, и заказывайте модели. Стартанули из Калининграда мы в пятницу утром и к вечеру прибыли в Кулдигу. Заехали на заправку, и там нас опознал Артур. Оказалось, он смотрит мой канал, и он тоже едет на этот фестиваль. Базовый лагерь находится недалеко от Кулдиги, на старом хуторе, хозяин которого Дзинтерс и есть организатор этого мероприятия. Фестиваль мопедов приурочен к дню города Кулдига, и основная составляющая — это участие мопедов в праздничном шествии по улицам города. Но не только это. Теперь по порядку. Пятница — это сбор самых преданных завсегдатаев этого мероприятия. Приезжают, ставят палатки, жарят шашлык, общаются. Имение Дзинтерса больше 3 гектар. И на этой территории есть руины винного завода, большой пруд, в котором можно наловить рыбы или искупаться, и, конечно, несколько больших полян, где можно расположиться вместе с автомобилем и мопедом. Места хватает всем. И мы тоже поставили палатку. Чуть позже подъехал автомобиль с питерскими номерами, так что из России мы оказались не одни. Знакомились, общались. Основной контингент — это взрослые дяди, которые знают и помнят русский язык, так что языковых проблем нет совсем. Большая часть техники — это мопеды рижского завода, начиная с самых первых моделей и до последних. Риги, Дельты, Стеллы разных годов, но в большинстве ухоженные и отреставрированные. Но никто не ограничивает участие по маркам. Главное, чтобы техника была малокубатурная. Нас приняли и на 125-ке. Были там и 80, и 100-кубовые аппараты. В основном участники приезжают с семьями на микроавтобусах или легковушках с прицепами. Но есть и те, кто приезжает своим ходом. Утро субботы началось с музыки патефона, но идиллия продлилась недолго, так как в конце концов на нем порвали пружину, и лафа закончилась. После завтрака было время прийти в себя после вечернего общения.
спокойно проверить и подремонтировать свою технику, подготовиться к специальному мероприятию, которое подготовил организатор, где в одиночку или в составе команды необходимо проехать по указанному маршруту и останавливаться на контрольных пунктах, где нужно участвовать в различных конкурсах на время, и победители получат призы. Но перед этим я еще успел прохватить и помучить старенькую 100-кубовую Ямаху. Чуток подергал ее, но сильно экстремалить не стал. Не моя техника. С утра еще начали подтягиваться новые участники фестиваля, те, кто не смог приехать в пятницу. В основном все участники были из Латвии, но были гости из Литвы, и даже приехала на разведку делегация из Венгрии, пока только на мотоциклах. Но сказали, что к ним в Венгрию тоже одно время поставляли мопеды Рига. Это было очень давно, чуть ли не Рига 1, 2, и у них есть клуб ценителей этой марки. Соревнование это не спортивное, а скорее развлекательное. Очень приветствуется переодевание участников в шуточные костюмы или создание каких-нибудь образов. Например, в участниках был замечен Че Гевара со своей спутницей. Я тоже принял участие. Старт проходит прямо в базовом лагере. Потом, проехав пару километров через поле, попадаем на первый КП. Тут надо на время пробежать дистанцию с колесом от миника. Хоть участников и выпускают с определенным интервалом, но все равно на КП есть небольшая очередь. Я пробежал и поехали дальше, в сторону города.
Следующее испытание – это собрать мотор Рига на скорость. Вначале планировали сделать обязательной сборку КПП. Хоть там и 2 шестеренки, но среди участников были женщины, поэтому упростили до сборки половинок, цилиндра и головки. На третьем КП, которое находилось уже в самом городе Кулдига, надо было ответить на вопросы очень авторитетного специалиста, который когда-то работал на производстве мопедов Рига и задавал вопросы именно по знанию истории марки и предприятия Саркана Звайсгне. Тут я немного завалился на вопросах, но что поделать, не подготовился. Я вообще не знал, что и как происходит на этом мероприятии. А дальше все участники должны были прибыть на финиш почти в центр города. Небольшой зеленый сквер, где несколько часов можно было передохнуть, сходить погулять, посмотреть праздник. А гости праздника могли прийти и посмотреть на диковинные драндулеты из прошлого века и их хозяев. Для всех участников пробега был предусмотрен сытный обед. Организатор Дзинтерс лично проконтролировал, чтобы все были накормлены и довольны. Мне больше всего понравилась кроссовая дельта, которая была отреставрирована до состояния как с магазина. Новая обода, перецинк спиц и всех других цинкованных деталей. Внимательно поснимал все необычные детали. Почти все сток, стоит только передняя вилка Минск и колесо от газули. Интерес у зрителей был, приходили, смотрели. Мы тоже прогулялись немного. Где-то, говорят, была выставка старинных автомобилей, но мы заблудились и не нашли ее.
А потом отправились в базовый лагерь, где нас уже ждала уникальная коллекция литовских двигателей с завода Vairas, среди которых в том числе были уникальные 50-кубовые моторы серпуховского производства, про которые никогда не слышал и тем более не видел. Моторы, которые делались штучно и отливались в землю для уникальных спортивных мопедов. Для того, чтобы сделать картер такого двигателя, надо было вначале сделать деревянные модели, зашлифовать их, покрасить. Потом по этим моделям песчаные формы заливался алюминий и выходили вот такие детали. Да, они снаружи немножко корявенькие, но в целом это качественные детали. И каждый такой двигатель — это ручная работа. Кто-то занимался, кто-то когда-то это делал, лил цилиндры, головки, картера. Потом все это обрабатывалось, точилось, делались шестерни, коленвалы, сцепления. Были уникальные разработки моторов, которые должны были пойти в серию, но с развалом Союза работа предприятий пошла на спад, и эти моторы потеряли свою актуальность. Можно было посмотреть чертежи импортных моторов, с которыми работали конструктора завода, создавая свои разработки двигателей. В прошлом году было живое общение с каким-то известным человеком с предприятия, но в этом году этого не было. А жаль, я бы послушал. Еще мы сходили на экскурсию к Дзинтерсу в его большой сарай, где у него огромная коллекция мопедов. Наверное, когда-нибудь он их отреставрирует и сделает свой музей. У него есть действительно редкие модели рижских мопедов, про которые я даже не слышал. Еще после вкуснейшего ужина все отправились на парад участников Дня города. Это целое театрализованное представление, где участники разодетые кто во что горазд идут по городу буквально в живом коридоре из людей в сторону главной сцены, где еще больше зрителей приветствуют участников. Это шествие мы показывали в прямом эфире на YouTube. Если интересно, ищите в разделе трансляции 20 июля 2019 года. А праздник заканчивается торжественным фейерверком. В воскресенье уже разъезд участников, но перед этим проводится традиционная беспроигрышная лотерея. Это когда тот, кто участвует в лотерее, должен привезти с собой какой-то старый предмет, сувенир или любую вещь советской эпохи. Ему присваивается номер, и потом эти бумажки закидываются в барабан от стиральной машины. И потом участники мероприятия вытягивают номерок и получают какой-то другой приз. Но все остаются с призами. Главный приз всегда выставляет хозяин мероприятия Дзинтерс, и это обязательно какой-нибудь старый мопед. Если ты его выиграл, то обязан за год его отреставрировать и на следующем мероприятии гонять на нем своим ходом. Мы выиграли приз в виде электротаблицы. И еще получили приз за самую дальнюю поездку своим ходом. Кстати, этот фестиваль был юбилейный 10-й. Благодарю всех, с кем познакомились и общались, за теплый прием. Организатору Дзинтерсу и его команде единомышленников огромнейшая благодарность за это отличное мероприятие. Хочется, чтобы скорее закончились эти коронавирусы, и увлеченные люди со всех уголков нашей необъятной планеты снова могли встретиться и подымить как следует на своих двухтактных чикарагах. Ура, товарищи! Благодарю за просмотр. Обязательно ставьте лайк и покажите друзьям. Это мероприятие достойно новых участников. Всего доброго и до новых встреч на канале Дэн Тюнинг.